Здравствуйте! У нас сегодня гости из Санкт-Петербурга, и мы решили ответить на вопросы зрителей и читателей, которые касаются нас самих. И нашей деятельности. Ну да. Расскажите, пожалуйста, о себе. Чего-то такого особенного о себе, наверное, рассказывать нечего. У каждого у нас есть свое образование. У меня, например, техническое образование. У Елены фактически 3 высших образования, включая Горный институт Санкт-Петербурга. В некоторое последнее время вот мы занимаемся тем, что, используя свои способности, помогаем людям, и часть этой помощи – это проекты, например, в YouTube, мы записываем видео и выкладываем ченнелинги. Как вы к этому пришли, то есть, в общем? Пришли мы к этому не так уж и давно, лет, наверное, 7 назад. То есть у меня были определенные способности, я занимался йогой, занимался катха-йогой, кундалини-йогой, еще кое-чем. И в определенный момент те знания, которые у меня возможности были, при встрече с Еленой мы попробовали применять. Применять, скажем так, для того, что называют ченнелингом, но использовать не на себя лично, а еще и для окружающих. То есть у Елены были свои проекты, они касались целительства, но это была немножко другая система. И в этой системе не хватало, скажем так, информации, которая нужна была для целительства. То есть нужно было тестировать людей каким-либо еще способом, кроме того, что Елена имела, дабы проверять, не совершать ли она ошибки. И мы воспользовались этой технологией, стали выходить на контакт, стали находить тех, кто мог работать. В первую очередь это были ангелы-хранители, мой ангел-хранитель, Лена ангел-хранитель, потом появились другие люди, и это помогло в работе. Поскольку данная технология помогла работать, то есть это была идея Лены, воспользоваться именно этим, это помогло проекту работать более эффективно. И до, скажем так, последнего времени мы используем эту возможность и в целительской практике, и в практике, скажем, получения информации необходимой и для жизни, и для помощи, и для самого целительства, вот то, что называется ченнелингом. То есть мы занимаемся и какими-то другими вещами, касающимися саморазвития, но именно этим мы занялись в связи с тем, что понадобилась какая-то технология, которая помогла бы улучшить то, что мы делаем. Поскольку каждый, кто открывает для себя какую-то новую технологию, получает какие-то новые возможности. Мы не одни такие единственные, и, в общем-то, ничего принципиально нового не вносим. Единственное, что нам помогло в этой работе, это еще одна возможность перепроверять наши усилия, наше мнение, наше видение через, скажем, знания тех, кто находится на нас на уровень или сколько-то несколько уровней выше. То есть, обращаясь к тонкому плану, тонкому миру, к ангелам, к хранителям, представителям каких-то светлых эгрегоров, всем тем, кто курирует человечество, людей и занимается теми вопросами, которые необходимо отслеживать на Земле. Я родилась и выросла в Мурманской области. С детства чувствовала у себя странные привычки и странные наклонности. Это отмечали и люди, которые окружали меня. Тогда я об этом не задумывалась серьезно, но говорила тогда уже странные фразы, мечтала о будущем, рассказывала, какая у меня будет семья, какие у меня будут дети, люди удивлялись. Как это может так, что, допустим, ребенок в семье может не есть вареную пищу, потому что я говорила, что мой ребенок, допустим, не будет есть мясо, и он, в принципе, может питаться и вообще без еды. И это я говорила, когда мне было лет 7-8. Я росла, переехала в Санкт-Петербург, там училась в Горном институте, училась в Санкт-Петербургском университете. И старалась развивать те способности, которые были даны от рождения. Потом встретила Григория, и тогда я уже была готова к нестандартным вещам, потому что когда мы познакомились с Григорием, он сказал мне, что он умеет разговаривать с ангелами. И вместо того, чтобы сказать с ангелами, да ты сумасшедший, да тебя надо вылечить, какие ангелы, у тебя, наверное, какие-то проблемы с головой, я сказала, да, отлично, у меня есть вопросы, давай поговорим с моим ангелом и посмотрим, как я могу решить эти вопросы, потому что решение
требовались и нужны были нестандартные способы, потому что все стандартные способы я уже до этого перепробовала. Я не могу сказать, что я какая-то особенная. У меня, как и у многих людей, с детства были различные проблемы, и я не могу сказать, что у меня была идеальная семья, идеальные друзья, идеальные родственники. Меня окружали хорошие люди, но всегда есть к чему стремиться, в каком бы окружении ты ни находился. Поэтому вопросы у меня были, и ответы на них искались очень настойчиво. Когда я встретила Григория, я поняла, что я выиграла джекпот. Потому что если человек умеет разговаривать с ангелом, это замечательно. Я поговорю с ангелом. С помощью Григория он послужит переводчиком со светового языка на человеческий язык. И я узнаю, что мне нужно делать, чтобы изменить свою жизнь, потому что жизнь была непростая. Я жила в Санкт-Петербурге, у меня не было ни родственников, не было много друзей. Нужно было зарабатывать на жизнь. Тогда не особо брали на работу, у меня не было прописки. И нужно было устраиваться всевозможными способами в разные места, где мне не нравилось работать, потому что способности, они предполагают то, что ты реализуешься в жизни, а не работаешь для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба, поесть дома, отдохнуть раз в году где-то и продолжать так жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда я встретила Григория, я сказала: да, отлично, замечательно. И я поговорила с ангелом, для меня это был очень удивительный опыт. То, что мне сказал ангел, я применила в своей жизни и решила вопросы, которые были у меня накоплены с детства. Затем я подумала, если я решила вопрос таким способом, почему бы не помочь нашим друзьям точно так же решить вопросы, которые волнуют непосредственно их. Очень трудно было объяснить это, потому что люди думают, что если люди разговаривают с ангелом, то это какой-то дар, который ты где-то купил в магазине, или ты человек больной, которого надо лечить. А Григорий рассказывал мне, что чтобы его деятельность была безопасной и чтобы она приносила результаты, когда ты общаешься с существами тонкого плана, что он много лет медитировал по несколько часов в день, несмотря на то, что он вынужден был работать и занимался разными другими делами для своего развития, для развития своей семьи и родственников, которые окружали. И тогда я увидела, что чтобы эти системы тонкого плана, которые позволяют тебе переводить световой язык света, существа на тонком плане не разговаривают с помощью человеческого языка, они разговаривают с помощью языка света. Они не разговаривают между собой на этом языке, но с нами они могут на этом языке разговаривать, если это надо. То есть между собой они разговаривают на своем языке, который имеет наибольшую скорость, эффективность, глубину. Это так же, как древнеславянский язык по глубине, по образам на несколько порядков отличался от того языка, которым мы общаемся сейчас. Например, язык волхвов, где глубина и смысловые понятия на порядок, а может даже и больше на порядок отличались от того, что есть у нас. Но была для этого потребность, у них была возможность эти понятия использовать в жизни, то есть было с чем-то связывать. Поэтому на самом деле ангелы могут говорить на нашем языке, но это все равно, что если мы научимся говорить на собачьем языке и будем разговаривать с собаками. То есть как только мы перестанем общаться с собаками и начнем общаться с себе подобным, мы снова перейдем на человеческий язык. Конечно, может быть, несколько неэтично сравнивать человеческий язык по сравнению с кем-то еще собачьим, но, наверное, по уровню информации, насколько я знаю, по уровню, по качеству, по глубине, возможности общаться на этих более тонких языках, на которые общаются существа, живущие в тонких телах, более тонких телах, чем мы. Вот. У них свой язык и свои возможности, но они могут общаться на нашем языке, если это нужно. Просто есть более простая, более примитивная форма, и более совершенная и более эффективная. Вот у них свой язык, у нас свой язык, но они, в принципе, могут, если надо. Чего только не узнаешь, прожив с человеком долгие годы. Каких только удивительных вещей. Да, если особенно об этом не спрашивать. На самом деле Елена не то, что была совсем простой девочкой, то есть на тот момент, когда я ее встретил, она не была совсем простой девочкой, она занималась, например, по Пучко, использовала разработку одного из советских ученых, которую не сильно признавали, но это была система, которая работала. То есть на самом деле, когда Лена встретила меня, она была в принципе готова к некоторым странным вещам, то есть занимаясь по Пучко, она практиковала и оказывала помощь людям,
То есть все те технологии, которые мы предлагаем окружающим, мы сначала проверяли на себе, потом на своих друзьях, и потом уже стали помогать окружающим. То есть когда результат был уже фактически гарантированный, если так можно выразиться, то есть мы стали как-то помогать этим окружающим. То есть в принципе мы к этому были готовы, потому что прежде чем заняться так называемыми ченнелингами, я пытался, например, заниматься тем же самым и просто пытался выходить на связь. То есть не все всегда было хорошо, и долгое время были и разные проблемы, и сложности, и были неудачи. То есть и прежде чем все это начало происходить, как у всякого человека, который чему-то учится, было много и неудач, и сложностей. В общем, но в определенный момент, когда это начало получаться, я начал потихоньку работать, а встретив Елену, мы это поставили, скажем так, на более техническую форму. Лена помогла некоторые вещи, я думаю, мне в себе раскрыть, поскольку то, что у меня было, оно было, и занятие йогой, кундалини-йогой, и цигуном, и медитация, оно к этому помогло, развило. Но и та помощь, которую оказала Елена, помогла этим вещам более глубоко раскрыться, потому что за то время, которое мы сотрудничали с Еленой, эти способности, я бы сказал, выросли, и возможности выросли. И, наверное, в первую очередь помогло очищение, поскольку человек, у которого есть проблемы, который, скажем так, внутри, если так можно выразиться, грязно, ему и общаться будет сложно. И поэтому, на самом деле, не все было уж так совсем с пустого места, и я тоже, когда был маленький, чувствовал, что что-то в этом мире не так, и что-то здесь переверно, и что вокруг не все так, как должно быть, и есть что-то еще. В 17 лет мне мама достала через каких-то знакомых книгу Ричарда Хитлмена, даже не саму книгу, а распечатку, потому что в то время, в конце 90-х, это не очень было просто достать. Вот, я начал заниматься йогой. После йоги, после асаны, плавно перешел к энергетике, хотя нужно было заниматься дыханием, я почти этим не занимался. То есть постепенно, используя разные технологии, я к этому выходил. Как и Лена, в принципе, постепенно к этому выходила. То есть я не знаю всего того, что она делала, но с ней тоже происходили процессы. То есть она также занималась спортом, и в определенный момент она использовала разные системы, во всяком случае успешно она использовала систему пучков. Эта система неплохо работала, но со временем Лена стала выходить на более совершенные технологии, которые, скажем так, более эффективны, чем сама система пучков. Почему она оставила именно эту систему, хотя она тоже работала и тоже был явный эффект. Мы использовали эту систему и на себя самих. И вот на данный момент мы используем все новые и новые технологии, которые приходят с практикой. Что-то получается, что-то не получается, что-то совершенствуется, переходит на новый уровень. И то, что оно есть сейчас, вы можете увидеть, слушая наше видео. Те, кто, скажем так, пользуются нашей помощью, могут про это рассказать на собственной жизни. Кто-то приходит, у кого-то идут изменения, и кто-то начинает жить лучше, и у него начинают реализовываться те вещи, которые не могли реализовываться. Кто-то определенный проект, побыв на нем, уходит, поскольку не согласен с определенными вещами, или у него не хватает сил принять что-то. Но так или иначе, есть каждый, кто к чему-то стремится и куда-то движется, что-то приобретает. Вот и мы постепенно, скажем так, по пути проб и ошибок пришли к тому, что пришли. Это, конечно, не последняя точка. Вот. Но по вопросу, кто мы такие и что мы делаем, в двух словах, это вот то, что мы сейчас рассказали. То есть, на самом деле, есть много еще чего того, что мы не говорим, но, наверное, нет смысла вам рассказывать те вещи, которые являются техническими вопросами, и они, наверное, для вас были бы нудными. А на самом деле, каждый раз, когда вы видите видео, вы видите только фасад. С фасадом еще происходит много разной работы, включая и защиту, и очищение, и перераспределение энергии. Те, кто из вас более тонко чувствует, у кого тонкие тела по тем или иным причинам развиты, это, в общем-то, увидит и почувствует сам. Поскольку я думаю, что вы потому смотрите это видео и что с вами происходит, поскольку вы чувствуете, что та энергия, которая идет для вас, она оказывает на вас положительное воздействие. Поскольку далеко не все те, кто занимается ченнелингом и выставляют видео, делают что-то полезное. Мы, к сожалению, сталкивались с теми, кто оказывает не просто вред, а достаточно серьезный вред. То есть те, которые связываются не совсем с тем, кем надо, те, через которых умудряются работать и паразиты. То есть внешняя картинка хорошая, слова благостные, а на самом деле идут
какие-то черные воздействия и работают паразиты. Ну, это, наверное, отдельный разговор, мы сейчас про это говорить не будем, поскольку мы хотели поговорить о том, кто мы такие и чем мы занимаемся в двух словах. Но я бы добавила. Когда мы познакомились с Григорием, и я посмотрела, каким образом можно решать проблемы нестандартными способами, что когда ты можешь поговорить с существами, которые далеко ушли в развитие от тебя, и они тебе сообщают информацию, которую ты потребляешь в своей жизни, вводишь в свою жизнь, начинаешь жить на этих принципах, меняется мир вокруг тебя. И еще Григорий мне помог объяснил мне, у меня были странности. То есть, допустим, я когда смотрела на человека, это было с детства, и чем я становилась старше, тем ярче и четче я видела подобные видения. Когда я смотрю на человека, я видела, люди называют поле, энергетические поля вокруг людей, они называют это аурой. Я бы не назвала это аурой. Я вижу красивые построения вокруг тела, которые выглядят как построение из энергии, но по которым течет жизнь, по которым передвигаются различные носители разума. Эти построения окружают человека со всех сторон, они выглядят разными в зависимости от того, человек какой расы или какой национальности, какого возраста. Я видела также, что не все конструкции вокруг людей работают на полную мощность, или некоторые из них сломаны, некоторые из них отсутствуют, или некоторые из них украдены. И меня очень эти моменты смущали, потому что когда люди смотрят друг на друга и говорят: вот я вижу вокруг тебя ауру, а я говорила, а я не вижу ауру, я вижу, допустим, что у тебя отсутствует 5-й блок 6-го уровня, и из-за этого у тебя не налаживаются в семье сексуальные отношения. И люди говорили: да, откуда ты это знаешь? И когда я встретила Григория, я поговорила с своим ангелом, спросила, откуда я это знаю, что со мной происходит необычного, что это, как это классифицировать. Он сказал, что у всех людей на определенном уровне развития открывается то, что наши предки называли родовой памятью, или человек начинает, когда уже собирают все составляющие своего существа в единое целое, начинается сборка, то он понимает, кто его создал, зачем его создал, для какой цели. Потому что мы все созданы для разных целей. Я, кстати, хочу сразу сказать, что однажды мы разговаривали с нашими кураторами проекта «Разумное человечество». Эти сущности являются воплощенными на Земле людьми, и они являются невоплощенными сущностями также. То есть есть сущности, которые никогда не воплощались на Земле. И они поправили меня, они сказали: Бог вас создал не по образу и подобию, а Бог вас создал для какой-то цели. Он создал вас с замыслом Божьим, с возможностью реализации этого замысла. То есть в создании каждого человека был замысел. И Григорий мне помог разобраться с этими вещами. Я поняла, что я не больная, я поняла, что это нужно развивать, я поняла, что если я смогу объяснить это людям и убедить их починить эти конструкции, потому что, допустим, починка оборудования вокруг человека, она требует на физическом плане определенных действий. То есть, допустим, неупотребление наркотиков, алкоголя, сигарет, неупотребление пищи генетически модифицированной, регулярные занятия спортом. Человек думает, что он просто занимается спортом или правильно питается. А на самом деле я вижу, как во время этих процессов у него восстанавливаются системы вокруг его тела, которые позволяют ему жить более насыщенной, более счастливой жизнью и быть реализованным человеком. Более естественной жизнью. И когда я разобралась с этим, я подумала, почему бы нам не привести сначала в порядок своей жизни, что мы сделали, затем пришли друзья и сказали: а нам, мы тоже так хотим. Мы попробовали, посмотрели, как это получается. Потом пришли их родственники и сказали: а нам, мы тоже хотим точно так же. Родственники и знакомые. И знакомые, и родственники родственников. И так возникла центр альтернативной медицины, когда нам удается решать сложные задачи нестандартными способами. От себя хочу сказать, что нет никаких неизлечимых заболеваний. Все уродства или все несчастья, которые происходят с человеком, это все можно починить и в течение достаточно короткого времени. То есть то, что вам говорят врачи, или то, чему учат в институтах, или то, что вам передают родственники, эти люди говорят просто потому, что они не знают, как решать эти проблемы. И я уверена, что в будущем медицина будет именно такой. Я думаю, что останется медицина травматическая. Допустим, если человек сломал ногу или руку, допустим, это не мой профиль, я не берусь за такие проекты. Но пока, может, в будущем вы возьмешься. Может, да, почему нет, может быть. И
не будет медицины, которая будет пичкать людей таблетками, которая будет брать с них огромные ресурсы, которая будет давать им надежду, а будет медицина, которая будет говорить: вот ты делаешь так, поэтому у тебя сломано вот это вокруг тебя. И если ты перестанешь делать так, то то, что вокруг тебя, мы сможем помочь тебе починить. И тогда ты сможешь то, что вокруг тебя, использовать в своей физической жизни, здесь, воплощенном на земле, и все, что вокруг тебя было построено изначально хорошо и правильно, будет работать точно так же хорошо и правильно, и это будет в физической жизни уберегать тебя от проблем и помогать тебе решать свои сложные, неразрешимые задачи, неизлечимые заболевания, отсутствие денежных средств, отсутствие друзей, непонимание родственников. То есть у этого, у всего есть причина. И из этого родилось разумное человечество. Да, желание не просто людей лечить, а желание помогать им измениться изнутри, то есть поменять причину. То есть превратить медицину в целительство. Хочу сказать немного про ченнелинги. Это возникло, как Григорий обладал, таким даром обладает сейчас, но это было, мы использовали это как средство. Как дополнение к основному проекту Елены, то есть то, что было целительство. Вот. И просто сейчас это заняло большую часть, она стала неотъемлемой частью. Тогда это была небольшая помощь, которая помогала Лене делать то, что она делала, лучше. А сейчас это стало неотъемлемой частью, поскольку поняли, что без этого многие вещи сделать очень сложно. Потому что работу, которую может нам не делать самим, бывает делают существа тонкого плана, приходит ангел, например, говорит с человеком, в человеке что-то меняется, такие случаи были, что было раньше невозможно, становится возможно. То есть это стало неотъемлемой частью проекта. Может в будущем что-то изменится, но в данный момент это важная часть проекта, и, возможно, многие из вас это почувствуют на собственной жизни. Я хотела бы сказать о слове ченнелинг. Очень многие люди относятся к нему негативно, потому что я их понимаю. Слово не русское, слово английский эквивалент. И оно звучит, для меня, я буду с вами откровенна, оно звучит немного угрожающе. Ну, с другой стороны, если сказать по-русски каналинг, это звучит немножко глупо. Как и понятие футбол, если сказать ногомяч, то нам тоже это наше русское ухо будет резать. Но у нас же была русская лапта. Ну, лапта это немножко другое, а футбол это вот определенное занятие. Если сказать это по-русски ногомяч, то это как-то глупо звучит, и уж тут пусть лучше это будет футбол, чем мы будем называть это ногомяч. Да, может быть, обратиться тогда к зрителям с предложением прислать свои варианты, как можно по-русски назвать ченнелинг, как связь с существами высшего порядка, да, если правильно называть. Да, такими же вещами занимались наши предки, это было нормальными вещами. Если вот в тех же самых славяно-арийских ведах это написано, что они общались не только с ангелами, с, например, умершими предками. И это не было чем-то из ряда вон выходящим. Это было системой. Да, у нас даже объявлен конкурс в разумном человечестве на замену слова ченнелинг на русский эквивалент. И кто пришлет удобоваримые варианты, чтобы это не пугало наших слушателей, наших зрителей, наших читателей, наших людей, которые обращаются за помощью, наших друзей, то добро пожаловать, и мы ждем варианты, присылайте, мы будем очень рады. Да, и мы будем писать не английское слово ченнелинг, а то, которое может нам всем больше понравится. Ну, не знаю, бесединг. Бесединг, каналинг, ну что-нибудь более, может быть, для звука приятное и более удобоваримое. Это я рассказала для тех слушателей или зрителей, которые, когда я на их страницах размещаю информацию, и внизу они видят слово ченнелинг, они моментально ее удаляют. Хотя, когда я убираю слово ченнелинг из видео, и мы делаем точно такое же видео, с точно такой же информацией, но в конце слова пишем не ченнелинг, а беседу с кураторами или ангелы дают советы, то это видео принимается на ура и идет, распространяется. Да, то есть слово, к которому люди не привыкли, они немножко боятся. К футболу все привыкли, и никто не пугается слова футбол. Для слова компьютер. А вот ченнелинга немножко боятся, что-то странное такое слово, непонятное. В обычной жизни обычный человек его никогда не использует, поэтому это звучит несколько странно, и люди вот его боятся. Как сказала одна наша клиентка, я боюсь, что вы начнете мне прошивать мозги. Я ответила ей, что вот с теми проблемами, с которыми ты к нам обратилась, в принципе,
по тебе я вижу, что все, что можно было прошито, у тебя уже прошили. И я буду заниматься только тем, что снимать... Обратно расшивать. Обратно расшивать то, что зашито уже... Обратно распарывать. И срослось уже очень... Распарывать то, что нашили, и шить в то, как это должно быть в естественной форме. Можно написать будет перепрошивка мозгов, как дополнительная опция. Для тех, кто хочет острых ощущений, дополнительная перепрошивка мозгов. Я хотела Хотя еще... сами-то мы этим не занимаемся на самом деле, это делает тот, кто на это имеет полномочия. То есть есть светлые сущности, которые имеют определенные полномочия, у них же тоже полномочия ограничены. И у ангела-хранителя, например, и других сущностей, которые нам помогают, у них есть полномочия. Например, черные паразиты, они занимаются всем, чем хотим, ну, тем, чем они хотят, то есть все то, что им удается сделать. А у светлых сил есть полномочия, то есть они не имеют права нарушать нашу свободу выбора. И поэтому то есть они ничего, чтобы вашему развитию помешало, они делать не будут. Вот именно этим перепрошиванием, то есть постановлением ваших мозгов на место, ну, вашим и нашим тоже, конечно, занимаются именно они. Если вы думаете, что мы что-то свое в это вносим, то нашего там практически ничего нет. То есть мы в большей степени являемся инструментом. Елена в своей целительской деятельности, так можно выразиться, в принципе, тоже в большей степени является инструментом. И, в общем-то, я, поскольку то, что вы слышите через мои уста, это не мои слова, а это, что касается ченнелинга, это то, что идет оттуда. Я просто научился сейчас выйти на прямой разговор, когда я могу прямо говорить то, что говорят. Раньше, например, техника была более медленная и более простая. То есть задавался вопрос, я ждал, да, пакетная. Информация шла так. Многие, например, ченнелинги именно так работают. Ну, кто как может. Теперь канальная. Ну, теперь канальная. Когда человек напрямую слышит сразу. Кто этим занимался, тот меня поймет. Продолжаем? Да. Есть Это еще? был длинный ответ на вопрос, чем мы занимаемся. Да. В принципе, прошлись на самом деле по основным вопросам, но все-таки мы их зададим. Расскажите о ваших проектах. В чем их суть, цель, для чего? Сейчас существует целительский центр, где люди решают сложные задачи нестандартными способами. Да, если, допустим, если это неизлечимое заболевание, я уже сказала, что неизлечимых заболеваний существует, и починить можно практически все. Есть одно маленькое но. Если разрушение человеческого тела и человеческих энергетических тел не дошли до того уровня, когда проще, если человек развоплотится на Земле и отдохнет немного в тонких сферах и затем родиться здесь вновь. То есть нет смысла чинить его тонкие структуры, нет смысла чинить физическое тело, потому что на это потребуется такое количество ресурсов, которые инвестировать в человека не имеет смысла. Бывает такая ситуация, когда человека лечить нельзя. То есть в человеке происходят определенные изменения, и он должен сам кое-что в себе переделать. И ему помогать нельзя. Такие редкие случаи, но они бывают. Даже когда тонкие существа отказываются человеку помогать. То есть человек должен пройти через определенный опыт. Вот такая ситуация, когда человеку нужно пострадать, когда в нем что-то внутри там надломится, и душа начнет раскрываться. И только после этого ему можно помогать. Такие случаи действительно очень редкие, но они бывают. Поэтому об этом тоже идет речь. У меня были в начале практики, когда я еще не тестировала людей, можно им помогать или нельзя им помогать. Это сейчас очень четко выстроено внутри, но раньше этого не было, и я бралась за людей, которым нельзя помогать. Это заканчивалось всегда одним и тем же. То есть, допустим, приходит человек, и у него подволакивается одна нога. Она не просто так подволакивается. Я хотела помочь людям, и мне было в душе нехорошо. Я думала, ведь я технически могу это сделать, я сейчас это сделаю. Я сниму кармические ограничители, и он пойдет. Каждый раз, когда я помогала людям, которым нельзя было помогать, о чем я еще тогда догадывалась смутно, эти люди испытывали невероятную агрессию по отношению ко мне после того, допустим, как у них нога начинала функционировать нормально. Или хотя бы даже лучше, потому что даже не всех можно было до конца вылечить, но человеку, например, можно было дать облегчение. Это облегчение, оно, с одной стороны, давало человеку, наверное, возможность, те, кто практически не ходил, уже давали возможность ходить. Мы продолжаем. А настройки? Да, настройки, то есть, скажем так, вторая часть. Я что-то хотела сказать по поводу настройки. Как настройка помогает в работе целителя? Представьте, что к вам подходит человек в не совсем адекватном состоянии. Или совсем не в неадекватном. Да, что бывает очень часто. Зачастую бывает.
у него проблемы в семье, допустим, болен ребенок или проблемы на работе, то есть он не может реализоваться, и это уже накипело у него. Или проблема у него в руке, и она называется пиво, уже или во рту проблемы, очередная 10-я бутылка, что да. это называется? Что это Ну, допинг, алкогольный допинг, сигаретный допинг, наркотический допинг. Это происходит почему? То есть я специализируюсь на нескольких вещах. Одна из них, я понимаю, что находится вокруг человека, и могу это починить, если это сломано, могу объяснить человеку, как это работает, в связи с чем это было сломано, и что он делает, чтобы больше не ломалось. И второй аспект, я специализируюсь на демонических существах, которые паразитируют на людях, которые овладели их сознанием, и именно поэтому человек делает в жизни вот то, что мы вам, как это показали. Для чего нужна концентрация? Когда тебе человек подходит, все его конструкции вокруг него, все то оборудование, оно работает в неадекватном режиме. То есть оно двигается, демонические существа очень не хотят, чтобы человек пришел к целителю, потому что для них это смерть, целитель удаляет демонических существ человека. И вот приходит человек, он может плакать, он может кричать, он может быть очень грустный или очень подавленный, он может быть принял какое-то средство, и ему нужна помощь. Вместо того, чтобы переживать по поводу того, что он плохо пахнет, или что в неадекватном состоянии говорит грубые вещи, или плачет, или, допустим, наоборот, смеется. Когда он все это говорит, я занимаюсь непосредственно тем, что сканирую системы, которые находятся вокруг него, сканирую демонических сущностей, которые находятся на его полевых оболочках, пытаюсь разобраться, в связи с чем демонические сущности попали в его полевые оболочки, и это все происходит на фоне того, что человек плачет или кричит, или наоборот высказывает какие-то грубые вещи целителю. То есть я концентрирован не на том, чтобы поддерживать его эмоции или играть с ним в игру, как со мной несправедливо поступила жизнь, или Лена, я сделал такие ошибки, я все осознал, что же теперь делать. Я настроена на то, чтобы сделать анализ повреждений его тонкополевых систем, и по прошествии того, как я сделаю этот анализ, а он наплачется, я предложу ему конкретное решение. Потому что наши услуги оплачиваются в том случае, если я предложу человеку решение и покажу конкретный результат решения тех проблем, с которыми он пришел, а не потому, что я буду с ним плакать, смеяться, ругаться на его начальника, или осуждать его родных, или девушку, или нечестных партнеров, которые его кинули. То есть время будет потрачено не напрасно. Напрасно, наоборот, если я буду это делать. Да. То есть я сконцентрирован на том, чтобы решить проблему, с которой он ко мне пришел. Это и есть настройка. Это очень сложно сделать. Я училась этому много лет. У меня были трудности с самоконтролем, и это очень мешало моей работе. Допустим, много лет в группе не могло находиться больше 10 человек в течение месяца. В группе, допустим, реконструкция. Потому что я не справлялась с тем количеством эмоций, которых не могла контролировать лично у себя, и с тем количеством эмоций, которые владели другими людьми. Сейчас этот вопрос практически решен, и я занимаюсь непосредственно тем, что решаю проблему человека, когда он приходит для того, чтобы ее решить, а не занимаюсь тем, что разгоняю в нем ненужные чувства. Да, и не находится под властью эмоций, вот, которые не дали бы работать, не дали вообще возможность осуществить какую-либо сколько-нибудь целенаправленную работу. Они именно, скажем так, переколбашивают все то, что происходит с человеком. То есть помогать человеку, а не играть в его игру. Это было на стройке. По поводу ченнелинга и труда целителя. По поводу ченнелинга и труда целителя, физически это не выглядит каким-то очень трудным занятием. Вы устаете во время этой работы? Вообще, как вы себя чувствуете? Как это происходит? Ну, я начну. Это зависит, во-первых, от человека или людей, с которым работаешь. То есть, например, если человек чистый по своей природе, то есть, ну, вот он добродушный, там, радостный, он занимается спортом, там, йогой, правильно питается, то есть в его полевой структуре мало чего-то отрицательного, поскольку всегда есть люди, у которых потенциал выше, которые положительные, есть отрицательные. Если такой человек, то есть положительный, то с ним относительно легко работать. И можно поработать там за день 5-7 людьми, и в конце дня еще там будет возможность пойти там, предположим, погулять там, заняться пробежками, чем-то угодно.
чем угодно, но требующий сил. А бывает один человек, который стоит, может быть, десятка, а то, не знаю, нескольких десятков, у которого много проблем, и тогда на тебя сваливается все то, что есть на человеке. Вокруг каждого человека есть полевая структура, и то, есть то, что мы называем биополей, и большинство людей это чувствует. В том состоянии, в котором находится человек, от этого состояния зависит то поле, которое вокруг него находится. Оно зависит еще от многих других вещей. То есть и от этого зависит, что находится в поле. То есть то, что помогает всем окружающим существам чувствовать себя нормально, либо их нагружает. Когда в человеке много проблем, то это огромный груз, и работать с этим человеком очень тяжело, поскольку это все прокачивается через тебя. Даже если ты находишься в ровном состоянии, в идеальном состоянии, просто вот ты никак к нему не относишься, то есть ты в идеальном, чистом, проточном состоянии. Даже в этом состоянии на тебя сваливается тот груз, который есть на человеке. И не все, что есть на этом человеке, с него снимается даже при сеансах лечения. То есть что-то остается на тебе, и что-то с тебя потом снимается. И это определенная нагрузка. И чем более тяжелом состоянии находится человек, видит он это или не видит, тем тяжелее эта работа. Бывает такая ситуация, что поработав, например, с человеком, ты даже не воспринимаешь, как что произошло что-то тяжелое, столько-нибудь значимое и тяжелое. Бывает буквально десяток минут с человеком поговорил, и нужно уже идти чиститься, и нужно чуть ли не отдыхать. Ну, представьте, например, что вы разговариваете с ребенком, и он сильно капризный, и вам нужно не бить его, но приучить ему делать что-то разумное. И представьте, что сильно избалованный ребенок, и у него очень плохая эмоция, и он вас не слушает, и вы потратите на это, предположим, полчаса. Я не думаю, что после вот этих получаса вы будете находиться в хорошем состоянии, и вы не устанете. Вот. Также есть нормальный ребенок, который понимает ваши слова и действует разумно сразу, либо практически сразу. То есть и кто-либо, кто работал с такими людьми, всегда поймет, о чем идет речь. Поскольку чем больше проблем у человека, тем больше на тебя ложится груза. То есть, когда ты занимаешься ченнелингом, например, когда через тебя работает, например, ангел-хранитель, он еще чистит человека, то есть, на уровне тех полномочий, которые у него есть, там приходят другие сущности, то еще через тебя прокачивается этот поток. То есть это идет все, что с человека нужно снять, все то, что человека нужно загрузить, через себя идет. Но когда в человека что-то загружают, например, какую-то энергию, которая поможет ему в жизни, это еще одно. Но когда человека вытаскивают его грязь, а такое бывает, и через посредника его вытащить легче, то есть на тебя ложится все то, что было на человеке. Если человек грязный, это достаточно большая нагрузка. Вопрос концентрации сам по себе это нагрузка. Если вы когда-либо занимались глубокой концентрацией и находились не очень-очень долго, то есть та концентрация, которая требует постоянного внимания. То есть не то, что у вас получается автоматически, например, как смотреть телевизор там, или, может быть, есть на то, что нужна ваша постоянная концентрация и внимание. Это вызовет от вас достаточно серьезные усилия. То есть вы эмоционально устанете и физически устанете, но только можно сказать, что психически устанете. И такое происходит. Каждый случай он индивидуален, и каждый ченнелинг он по-своему индивидуален. Что-то происходит достаточно легко, что-то очень тяжело, что-то как какие-то обычные жизни. То есть я бы, наверное, сравнил бы обычный ченнелинг с статистическим человеком, длительностью в час, но это как вы 3-4 часа занимались физической достаточно значимой работой, но таскали вес, предположим, от 5 килограмм. То есть приблизительно это выглядит так. То есть если человек находится выше среднего, если он за собой следит, занимается спортом, он добродушный, то это, соответственно, выходит на уровень, может быть, глубокой беседы, где вы концентрируетесь, используете свою энергию, но не устаете от общения с хорошим человеком. Я думаю, что если вы когда-либо общались, явно плохим человеком, у которого серьезные проблемы, и вы чувствовали после этого общения на себе тяжесть, и общались с очень хорошим человеком, который вас радует, вы понимаете разницу. Такая же есть разница при ченнелинге. То есть и каждый случай он индивидуален. Но это нагрузка, то есть и в зависимости от того, что происходит во время этого процесса, можно говорить о том, насколько это тяжело. Внешне кажется, что это просто какой-то человек там сидит, с закрытыми глазами, открытыми глазами, говорит что-то. То есть это картинка, за этой картинкой происходит огромная работа. То есть тот, кто умеет вас видеть, тот, кто может видеть энергии, кто может читать по полевым структурам, кто-то может различать энергии, он это может вам объяснить на собственном опыте. То есть тот, кто не может, он
определяет только по внешней картинке, вроде бы просто сидящий человек. Но, как вы понимаете, что когда у вас, например, работает телевизор, это же не просто вот картинка, которая мелькает на экране. Внутри работает огромная система. Выдается электричество, обрабатываются данные. То есть внутри происходит огромная работа. Так и у ченнелера внутри происходит огромная работа. То есть, и прежде всего это концентрация и самонастройка. Вот, когда работает Лена, у нее своя происходит работа, она может быть даже во многих случаях еще намного тяжелее, чем у ченнелера, поскольку через Лену прокачивается еще большее количество энергии, ее ответственность за работу еще больше. Ну, на мой взгляд, может быть, я чего-то не знаю. И поэтому я бы не называл вопрос ченнелингом слишком простым. То есть, что касается, например, работы с ченнелингом с ангелом-хранителем, с людьми, которых ты давно знаешь и которые над собой работают, это в какой-то смысле для меня уже обыденная работа. То есть, и в принципе 3-4 человека, у которых накопились, предположим, за месяц важные вопросы ченнелингу, это дневная норма, дневная рабочая норма. Вот как человек ходит на работу 8 часов, вот, и для него это нормальный рабочий день, ну, по тем или иным причинам. Вот для меня, например, 3-4 человека, для нормального, адекватного человека, без больших проблем, это рабочий день. То есть такой вот плотный рабочий день. То есть, и в зависимости от того, в каком состоянии находится конкретно каждый человек, этот рабочий день может там уменьшаться, грубо говоря, там, соразмерно часу и увеличиваться там до, может быть, недели. Бывают такие ситуации, когда после одного ченнелинга хочется отдохнуть несколько дней. То есть, все очень индивидуально. Но не думайте, что если вы видите картинку, то картинка это все, что происходит. Как и за каждым поступком, за каждым значимым действием всегда стоит работа, которую выполняет человек. Если вы профессионал какой-то сложной технологии, вы поймете, что если, например, программист тот же самый сидит и нажимает на клавиши, это не означает, что все происходит просто. Для того, чтобы он это делал, он выполняет огромную работу, анализ, использует огромную базу данных. Например, программист. То есть в каких-то случаях это просто работа, в каких-то случаях это сложная работа, в каких-то случаях это очень тяжелая работа. И всегда за внешней картинкой что-то есть. Во всяком случае, в моей деятельности, как я знаю, в деятельности Лены, всегда что-то есть, и всегда это работа, которая отнимает силы. Я не знаю ни одного случая, когда бы я занимался больше 10 минут ченнелингом, и это не было бы нагрузкой. То есть, я надеюсь, что со временем это будет легко, совсем легко, как, может быть, это было там древних магов, наших предков, когда наша физиология, генетика была на более высоком уровне, она не была угроблена ни природными катаклизмами, ни нашим питанием, ни средой. И тогда, когда это люди делали просто естественным способом. Но вот я на этот уровень пока не вышел, для меня это нагрузка. Хотя, наверное, есть люди, которые это делают легко, и для которого это практически не нагрузка. Но я думаю, таких людей можно по пальцам пересчитать. Я думаю, что их может быть на Земле 1,5. Что хочет сказать Лена? По поводу нагрузки я заслушалась. Нагрузки. Я заслушалась и впала в легкий транс. Антон, Может, дополнительный вопрос я сейчас задам в связи с тем, что у многих возникает вопрос, есть ли какие-то доказательства, некие показатели на физике, доказать того, что действительно общение идет с существами высшего света, да, с некими высокоразвитыми сущностями. И есть ли какие-то признаки того, что это происходит на самом деле? Ну, каждый, кто с вами будет говорить, он будет вам дать какие-то внешние гарантии. Я бы вам рекомендовал утоньшаться, то есть заниматься собственным развитием для того, чтобы эти вещи отслеживать, поскольку чем больше вы чувствуете, тем больше у вас может быть выводов. Но прежде всего нужно чувствовать, что с вами происходит. То есть чувствуете дискомфорт, комфорт, ничего не чувствуете. Если, конечно, вы человек, который использует допинги, предположим, алкоголь, сигареты, ваше восприятие оно будет более загрублено, и вы многие вещи не будете чувствовать. То есть вам будет сложно эти вещи определить. Есть некие признаки, по которым все-таки это можно определить, то есть для среднестатистического человека. То есть это то, что вы ощущаете при этом разговоре. То есть есть в этом комфорт, дискомфорт, какое-то странное ощущение, вас на что-то тянет. Еще не забывайте то, что если с вами разговаривает какой-то чистый человек, он вас начинает, в принципе, автоматически очищать. То есть те светлые сущности, то положительная полевая оболочка, которая у нее есть, начинает на вас работать. И при этом
те сущности, которые живут, например, на этом отрицательном человеке, у которого есть проблемы, будут бороться за то, чтобы это прекратить. То есть и вас будут стимулировать на какие-то вещи. Например, человек светлый начнет вам говорить какие-то важные вещи, которые вам нужно изменить. Например, вы, ну, не знаю, например, никогда не моетесь. У вас на голове там колтуны, у вас лицо такое, что вы не мылись со вчерашнего дня, но я так немножко фантазирую. То демоническое существо, которое у вас, паразит, который у вас сидит, он будет стимулировать вас на гнев и недовольство. То есть и у вас будут отрицательные эмоции. То есть это тоже нужно учитывать. Но самое основное, наверное, на что можно опираться и делать выводы, не считая того, что у каждого ченнелера должна быть своя репутация. То есть что, как он проявлялся в окружающем мире и что он полезного реально принес. Поскольку если эти ченнелинги вам что-то дают в жизни, то есть как-то помогают, это признак того, что и работают светлые силы. Если эти ченнелинги вас заводят в какое-то состояние прострации, состояние полного непонимания, либо вы еще больше запутались, либо чувствуете себя хуже, это признак того, что ченнелинг либо работает не тот, кто надо, либо у самого ченнелера серьезные проблемы. То есть, прежде всего, это ваше ощущение, потому что ваши мысли, они не смогут, наверное, до конца поставить точку, поскольку если ченнелер говорит очень странные и очень непонятные вещи, то есть если его слова путаются, если он несет какую-то, полную несуразицу, такое тоже бывает. Бывает, когда под видом ченнелинга выступают люди полусумасшедшие и частично сумасшедшие. То есть эти вещи, конечно, тоже можно следить. Но, наверное, в первую очередь, это человек говорит связно, человек говорит, на ваш взгляд, разумные вещи, потому что все, что мы говорим, оно нужно именно для вашей теперешней жизни, для какой-то потенциально будущего, в каких-то там будущих мирах или в чем-то еще, но предназначена для того, чтобы вам сейчас помочь разобраться в себе. То есть эта информация, она не оторвана от жизни. Она может говорить о каких-то особых технологиях, и не говорить о каких-то сложностях, с которыми нужно работать, но она всегда говорит о вещах банальных и повседневных, то есть то, что нужно сейчас. Если вы в этот момент чувствуете какой-то глубокий дискомфорт, вы чувствуете что-то неприятное, то это первый признак того, что что-то не так. Это не 100%, но не так. Если вы чувствуете, что это серьезно нарастает, то я рекомендую вам это видео выключать и, может быть, искать что-либо другое. То есть это не всегда может быть проблема ченнелера, того, кто вам говорит, но если вы чувствуете, что что-то неприятное и серьезно нарастает, то большая вероятность того, что за тем, кто выступает в качестве ченнелера, стоит что-то не то. Это, наверное, самый простой способ. Я рекомендую, занимайтесь именно своим развитием. То есть занимайтесь тем, что развивайте свои тонкие тела, занимайтесь цигуном, занимайтесь йогой. У вас будут развиты эти полевые оболочки, вы будете чувствовать, что человек идет. Это мой, наверное, вам самый простой совет и, наверное, то, что может использовать каждый простой человек. Я бы добавила, что на реконструкции, в принципе, любой человек утоньшается в процессе того, как он находится на проекте, очищает свои оболочки с помощью технологий, которые мы ему... В процессе того, как он находится на проекте, и его полевые оболочки очищаются, потому что у нас есть специальные процедуры еженедельные и специальные процедуры, которые мы проводим отдельно для того, чтобы очистить систему. Люди утоньшаются, люди сами мне рассказывают, что они начинают видеть, слышать, понимать. Поначалу это опыт не совсем приятный, потому что людей это удивляет, людей это шокирует. Они звонят и спрашивают: Лена, что делать? Мы договариваемся о том, что они будут делать, и о том, что они не будут делать. Потому что те способности, которые у них открываются, они у них, в принципе, всегда были, просто были либо сломаны эти системы, либо их уровень развития становится таким, что эти системы можно смонтировать, и у них начинается, допустим, не видеть существ тонкого плана, или слышать что-то необычное, что им помогает в жизни реализовывать их собственные мечты. То мы договариваемся о том, что они не делают, то есть они не паникуют, они не представляют себя королями Вселенной, да, королями планеты Земля. Они не слушают существ. Если что-то им идет в уши, это говорит о том, что они самые красивые, замечательные. Не идут на крайности. Да, то мы работаем с этим, потому что эти знания, эти способности, эти навыки должны приносить пользу. Они должны быть предметом гордости, предметом бахвальства. Прежде всего, по назначению. Да, это именно то, о чем говорит Григорий. Использовать их по назначению, а не гордиться от того, что ты там что-то увидел или услышал. Ты покажи, как это изменило твою жизнь. Ну и что ты видишь? Я видела с детства. Это помогло мне не упасть, конечно, в какую-то глубокую яму, но и запутаться достаточно помогло, потому что мне было
кого-то рядом, как Григорий, которые помогли бы мне разобраться в том, что я вижу, и научиться И правильно интерпретировать. интерпретировать и использовать это в жизни. Правильно, разумно интерпретировать. Так, чтобы это приносило... Мы говорили об оплате. Каждый человек сам определяет количество ресурсов, которые он будет инвестировать в проект. Качество работ не меняется никогда, меняется только скорость, с которой будет проводиться работы. То есть, допустим, если у человека тяжелое заболевание, и у него есть 500 рублей инвестиций, которые он может инвестировать каждый месяц, потому что нахождение на всех наших проектах предполагает какой-то срок. Есть люди с короткими проблемами, которые приходят, решают их в течение месяца и уходят. Но есть люди, проблемы которых являются обширным сферой для рассмотрения, и предполагается пребывание их на проектах в течение полугода. И, допустим, сумма их инвестиций 500 рублей в месяц. На эти деньги скорость пребывания на проекте, скорость процессов, которые будут с них происходить, будет очень медленно. И за полгода мы не справимся, только если этот человек не превзойдет самого себя и не будет делать огромную часть работы сам. У нас есть клиенты, которые находятся в республиках бывшего СССР. И у них, как правило, небольшие возможности инвестировать в ресурсы, но такая сильная тяга к изменениям, такое сильное желание измениться, что они никогда не спорят, если я говорю о том, что должна быть регулярная физическая нагрузка. Они идут записываться не в одну секцию, а в 2 или в 3. Когда я говорю с ними один раз о том, что нужно разделить питание, хочу сразу сказать, что мы не призываем не бросать есть мясо, не бросать есть рыбу. Мы призываем к раздельному питанию. Это первые базовые вещи, которые нужно запомнить, когда приходите на наши проекты. Вот когда человек говоришь один раз, и у него есть возможность инвестировать 500 рублей, и не надо говорить ему 7-8 раз, и он это делает на следующий день, то результат у тех людей, которые платят 500 рублей, и у тех, которые платят суммы с 3 нулями, иногда получается больше. Потому что они понимают, что у них нет средств, но у них есть личное время и огромное желание. То есть качество работы не меняется никогда, от суммы ваших инвестиций зависит скорость работ, которая будет с вами производиться. Потому что можно помочь ему избавиться от заболевания за месяц, можно за 3 месяца, можно за 3 года. От этого зависит, какие ресурсы у вас будут вложены, потому что не только мы работаем, но приходят, скажем, с нами приходят те сущности из более тонкого плана, которые выполняют для вас работу. От того, сколько вы инвестируете ресурсов в проект, столько будет зависеть, сколько вложит в вас. Это так же, как если вы покупаете себе велосипед, вы имеете одну возможность. Если покупаете себе машину, вы другую возможность, а самолет уже третью. И нет в этом ничего странного и ничего неестественного. Так и в нашей работе, чем вы можете больше инвестировать в это как и на уровне экономическом, так и на уровне личного отношения, тем быстрее вы решите свою проблему. Мы никогда не берем у людей деньги, если не можем им помочь. Если, допустим, этого человека нельзя лечить, я объясняю, как правило, почему мы не можем взять вас в эти проекты, и если он меняется, я даю, как правило, программу, вот делаю программу, делаю самостоятельно, покажешь, что действительно хочешь попасть сюда, потому что у нас правила для всех одинаковые, у нас нет любимчиков, у нас нет людей, которые платят больше или меньше, точнее, мы не проецируем свое отношение, лучше или хуже, если человек заплатит больше или меньше. И о чем я говорила? Бывает, заговорюсь. Надо просто заканчивать эту тему. О том, что сумма... От суммы зависит то, сколько вас вложит ресурсов. Что можно человеку оказывать помощь, которая будет не очень сильно действующая, но она будет помогать и со временем решить вопрос. Если человек вкладывает в это собственные ресурсы много действует сам, то он может недостаток ресурсов компенсировать своим личным отношением, своим личным стремлением. Но чем меньше вы вкладываете ресурсов в процесс, тем вам сложнее помочь, поскольку у вас тоже нужно вкладывать ресурсы, то есть ресурсы они не бывают на пустом месте, они даются только тоже за действие. Нам также никто не даст ресурсов на ваше лечение, а мы их тоже получаем на тонком плане, если мы не будем получать эти ресурсы откуда-то. Каждый человек всю жизнь за что-то платит. Каждый раз, каждый момент, когда вы куда-то приходите или что-то делаете, вы за это платите. И если вы за этого не платите, вы не получите ресурсы. То есть вам не дадут потенциал, с помощью которого вы будете что-то реализовывать. То есть можно попасть на проект, инвестируя в это минимум. И можно попасть на проект, инвестируя в это более серьезные ресурсы. И от этого будет зависеть, насколько быстро будет идти ваш вопрос. То есть 2 вещи, это ваши инвестиции на материальном плане, инвестиция на уровне ваших действий.
Я вспомнила, я говорила о том, что мы никогда не берем у людей деньги и не делаем вид, что мы им помогаем. То есть, допустим, часто бывает, То есть что ты говоришь о том, что ты не мошенничаешь. не мошенничаем. А бывают люди, которые приходят и хотят заплатить, и даже серьезные суммы. И часто бывает, что люди приходят и хотят там реализовать какие-то совместные проекты, инвестируя в это приличные деньги. То есть мы не работаем просто потому, что у кого-то есть деньги, а у нас не хватает ресурсов осуществить какой-то проект на данный момент. Точно так же и мы не берем людей на проекты, просто от того, что есть у них такая сумма или иная. Да, мы эту тему будем заканчивать, поскольку можно до бесконечности говорить. Почему вопросы надо озвучивать и недостаточно просто вам прислать? Это не озвучивалось. Это хороший вопрос, я отвечу на него. Люди иногда пишут: Лена, я пришлю вам вопросы, озвучьте их, пожалуйста, во время ченнелинга. Мне кажется, что было бы лучше для вас, прежде всего, самим поучаствовать в подобных процедурах, потому что это вас очень разовьет. И почему кто-то за вас предполагается, что должен делать вашу работу? Приходите, у нас абсолютно свободный доступ во время ченнелингов на наши мероприятия, и за это, как правило, не нужно платить. То есть приходите, задавайте свои вопросы, общайтесь сами напрямую, Григорий переведет. То есть делайте свою работу сами. Если вы хотите получить какую-то информацию, нужно немножко шевелить лапками для того, чтобы молоко в кувшинчике сбилось, и вы смогли из кувшинчика выпрыгнуть. Это важный был вопрос. Ведь сущности тонкого плана наверняка считывают мысли тех, кто задает вопросы. Да, это так, но на тонком плане считается невежливым отвечать на тот вопрос, который не был задан. То есть, допустим, если вы спрашиваете, как мне доехать до центра Москвы у существ тонкого плана, то они ответят вам, как доехать до центра Москвы. Если вы спросите, как доехать быстрее до центра Москвы и дешевле, они ответят вам, как быстрее и дешевле доехать до центра Москвы. Снова здравствуйте. Здравствуйте. Да, это вот молодой человек, который сейчас у нас находится на проекте «Купец» первой гильдии. На проекте реконструкции в том числе. Долгое время, да, находился на проекте реконструкции. Один из самых давних пациентов. Не пациентов, а вначале пациентов, обратившихся за помощью. Да. Я вот не далее, как 3 года назад, был курильщиком, употреблявшим не только сигареты, но и всякую дрянь, которая уничтожала мозги, алкоголь, мясо и много чего другого. Вообще вел такой достаточно беспорядочный образ жизни. Потребовалось, скажем, порядка 2 лет на лечение такой психики, потому что психика в связи с связанным употреблением была нарушена, а употребление было как раз следствием поиска себя. То есть, на самом деле, это была попытка найти некий смысл в жизни, смысл в своих действиях. Вот. Ну и такими всегда стандартными способами. Хотя, к сожалению, становится стандартным теперь. Вот. И по прошествии 3 лет сейчас можно говорить о неких результатах. Ну, это мы, наверное, отдельно уже потом как-нибудь за столом обсудим, что есть. И вот сейчас участвую с своим партнером по бизнесу, участвую в проекте «Купец первой гильдии». Вот, и настоятельно всем рекомендую, кто занимается этим делом, обратиться за некие консультации, за возможность участия в подобных проектах. Денег это у вас особо не отнимет, а результаты вы увидите не соврать, на второй день результаты уже были. Я под настоятельным натиском Елены, я начал это делать и записывать. И прочитывая, кстати, на удивление стал прочитывать собственные записи и находить очень много интересного, то, чего я не замечал раньше. Вот, это что касается... А почему ты пришел на реконструкцию? Расскажи. На реконструкцию? Начиналась реконструкция, в принципе, при мне начиналась. Это был, вначале это был даже не проект, вначале я услышал просто своего приятеля, что вот есть такие люди, кто может помочь разговаривать с ангелом. Бытует мнение, что когда мы разговариваем с Богом, то это молитва, когда Бог разговаривает с нами, то это шизофрения. В некоторых случаях, да, это правда, но вот первая беседа с ангелом, в принципе, очень достаточно сильно повлияла на меня.
Ну, наверное, просто, как всегда, это все сошлось в одной точке. Попытка найти себя, обнаружить смысл жизни, там, разобраться в проблемах дома. У меня были катастрофические взаимоотношения с мамой, с родителями, вообще с собой. То есть, это, ну, я бы с этим парнем общаться не стал, честно. Так. С тем, как Да, ты был до... С тем парнем, честно говоря, близко было находиться, наверное. Ну, по крайней мере, таких людей еще встречаю, вижу их проблемы, вижу, насколько эти проблемы схожи с тем, с чем я жил раньше, с чем я обратился к Лене за помощью. И, в принципе, могу сказать, что все решаемо, даже если вы одной ногой, ну, одной ногой вы уже, в принципе, там где стоите, да, под поскрипывающей крышечкой, то даже в этом случае вас оттуда вытащить можно, но на все необходимо ваше мужество и ваша решимость, потому что там, при всем при том, что все знают, но пока вы вот здесь не примете решение, не скажете, да, я хочу, не начнете шевелиться, потому что вода течет только под плывущий корабль, да, вы должны что-то сделать, вы не можете управлять стоя на пристани, не получится. А в этом проекте, прежде всего, важно ваши действия, важны. Ошибочные, не ошибочные, вы делаете, просто идите и делайте. Таких чудес, как там, все, ваша карма чиста, все ерунда, не бывает такого. Карма так, ну, практика покажет, что так карма не чистится. Вот, то есть нужны будут ваши действия. И я много бухтел, я много там нервничал, но все, что ты так или иначе делал, и, в принципе, могу сказать, что это стоило того, это стоило усилий Лены и Гриши, они со мной очень долго возились, долго я не хотел становиться здоровым человеком. Вот. Могу сказать, что действительно это стоит того. Не всем это подходит, не всем. А кому это не подходит, Антон? Это не подходит тем, кто не хочет выходить из зоны комфорта. Потому что реконструкция и любой проект в проекте реконструкции, разумное человечество, это прежде всего выход из зоны комфорта. У вас не получится под сигаретку рассуждать о высших мирах. Такое не бывает. И вам придется менять жизнь. У вас не получится там есть неправильную пищу и при этом видеть миры. Это все ерунда. Если вам кто-то рассказывает, что он там видит, как Будда, там 5000 миров в одной точке, и при этом он там, не знаю, ест мясо там бедных существ, там, зажаренных на огне, это ерунда. Это либо человеку дает некую иллюзию, проецирует ему в голове, и он в это верит и пытается вас в этом убедить. Либо этот человек просто психически нездоров. Заметьте, что те, кто пытается вас упреждать, кстати, первый признак того, что это все, то, что вам рассказывают, это ерунда, это когда вас пытаются убедить. Я вам помогу. Нет. Это никогда не делается в агрессивной форме, это никогда никто не будет вас пытаться убедить, купить. Хотите, приходите. Если у вас есть какие-то проблемы, самые сокрытые, прежде всего помните, что здесь именно настоящая врачебная этика работает, что никто ваши проблемы, кроме как в третьем лице, то есть если там в описательной форме, что был заказчик, там был клиент, который были проблемы. То есть не ваше имя, не то, что вы принесли с собой там, за пазухой, это никогда не уйдет за пределы вашего разговора с целителем или с Григорием, как с переводчиком на человеческий язык. Это никогда не всплывет. Поэтому, а все это проходит через слезы, сопли, кровь. То есть, кровь в том плане, что это некоторые вещи, некоторые полипы паразитически отпадают с очень большими болями. Но это боли, они не те, что у вас там отодрали кожуру, хотя вот без кожи, как практика показывает, на улице оказывается очень неприятно. Вот. Но за счет этого вы становитесь здоровее, сильнее. Вот. И поверьте, что мир вокруг принимает совсем другие краски, когда вы радуетесь тому, что проснулись утром, что за окном чирикают птички, что вы можете улыбаться, что у вас есть руки, ноги на месте, что это действительно достаточно быть счастливым.
а не то, что у вас там, не знаю, машина или нормально. Я это не очень понимаю. Поэтому. А почему ты пришел на проект «Купи» с первой гильдии? То есть ты стал предпринимателем, насколько я знаю? Ну, я близнец, у меня вообще ветер в голове. Вот, а мой напарник, мой партнер, мой очень хороший друг и соратник, и Юлия, она дева. Ну, это тоже, наверное, отдельная лекция, да? Отдельный разговор. Мы решили попробовать, потому что мы столкнулись с такими проблемами в деле в нашем деле, что мы не находили способов, возможности решить. То есть элементарные какие-то вещи, набрать сотрудников, еще что-то. Попытка контролировать все процессы одновременно привела к тому, что, в общем, хомячка разорвало. И в этот момент как раз мы обратились за помощью, и вот, собственно говоря, я так понимаю, так одновременно все возникло. То есть проект «Купец первой гильдии» это... Запущен недавно. Да, он запущен как раз вот